Это просто был зацеп. Я подсек и все. И как бы она встала. Надо померить, Пашка. Нормально играем. Вот это наша мечта! Я говорил. Рыбёшка! Передай ребятам Саби привет. Померь, Пашка, померь. С возвращением на второй эпизод Hotspot Pike. Нас с вами ждет развязка первого соревновательного дня. Уверен, вы будете удивлены. Напомним, что у нас новая система подсчета баллов, и команды могут использовать Panoptix только для изучения водоема. Партнеры турнира: Рыбомания, один из лучших рыболовных магазинов спиннинговой направленности, Fishing Studio, YouTube-канал с уникальным еженедельным контентом, Рыбанутые РФ, рыболовное тюнинг-ателье от установки оборудования до полной кастомизации вашей лодки, Антон Фишерман, крупные рыбы и бигбейты, философия его рыболовной жизни. Разминаемся, короче, перед тем, как будем месить мелочугу. Вот начало второго эпизода. Hotspot Pike 2023. Первый заброс. Поймать надо щуку с первого заброса. Для вас прошла неделька, а для нас всего там ничего. Ну что, погнали. Продолжаем битву за какой-нибудь вал. Назовем вот так. Ну теперь нам остается бороться только за количество. Я думаю, сейчас все кинутся Дубасить количество. дубасить количество. Вот. Ну что, постараемся? Постараемся. Надеюсь, наши трояночки нас не подведут. Давно мы троянку не ловили. Так что все, друзья, приятно, что болеете за нас. И болейте, и продолжайте. Мы сейчас догоним всех. По количеству точно. Сейчас просто Ну не точно, но мы постараемся. 5 120-х подряд с кустов как выдрали. Вот это отрынчик как бы, да? Потом такие, опять проспали. Поехали быстрее. И Катавасия продолжает бойню. То есть у нас отвратительная погода, видно, мы уже в сугробах. Зима почти на носу, поэтому нужно скорее закончить этот день и доловить оставшихся активных щучеек. Мы тонем, но мы еще не на дне. Однако больше всего рыб мы на тренировках ловили после обеда. Надеюсь, будет и так. Какие Да. твои мысли? Ну, единственное, на тренировках была солнечная погода, поэтому щучка, естественно, получше клевала. По сравнению с тем, что происходит сейчас на воде, это полный трэш. Но мы не унываем. Главное позитив. У нас огромное количество энергии, желания, и мы постараемся его реализовать в поимке. Погнали! Мы с вами во втором эпизоде турнира Hotspot Pike. И что мы, Андрюх, будем делать? Ловить, 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 ловить. И там ловить, и тут ловить. А поймаем или нет, сейчас увидим. Всем привет! Просто прошел созвон и все. Начинается Это второй эпизод. Мы не знаем, что у нас будет. Верим в успех. Как раз на вторую часть дня мы и делаем ставку. Посмотрим, сыграет ли она. Очень надеемся, что сыграет. Все, ребят, мы побежали на Погнали ловить. Привет, друзья, дамы и господа, это Hotspot, эпизод 2. Команда MF Bots Нордзиллер. Да, с вами Стас и Антон. И мы продолжаем ловить рыбу на Куйбышевском водохранилище. Пытаться ловить Пытаться ловить. рыбу. на Хорошее Куйбышевском. уточнение. Очень- Ветер все сильнее.
все морознее, льда на кольцах спиннинга все больше и больше. Но мы не прекращаем, не унываем, не Слушай, останавливаемся. У нас морозно, у нас лед там на кольцах, но у команды Роста, у них как бы У сильно, них лед в сердце. сильно холоднее, да, но у них лед в сердце. Блин, ребят, крутой результат, конечно. Далеко забрались, результат крутой. Будем пытаться вас догнать и обогнать. Приветствую всех во втором эпизоде второго сезона Hotspot Pike. Будет интересно. Будем пачкать соплями линейку. Надеюсь. Погнали. Активизируем таймер, который у нас был после созвона поставлен. Все? Поехали. Андрюха, Ага. забрасываем. Там вперед все было, да? Да, одна рыба там тусуется. Оп, есть! Хорошая рыба, Лех. Я уже понял. Какая толстая. Вот это начало эпизодика. Да. Она не длинная, но очень толстая. Нормально играем. Вот это начали! И они постояли еще немножко. Да. Вот это красавец. Отличный. Как на оби. Точно? Все, Да. А, подожди, хвост. А, 105. Смотри, она здесь касается. 105. Пожалуйста, Нет, тут смотри. запас, тут с запасом 2 ляма. Вот касается. 2 миллиметра. Проводим. Смотрите, пожалуйста. 105, это классная рыба. Рыба супер, надо ее быстрее отпустить, я только за это сейчас переживаю. Фух, я думаю, мне нужно идти и все это зафиксировать. Вот это второй эпизод начался же с первого же заброса. А, это первый раз я кинул, да? Конечно. Четко. Вот это был прям кадр. 105. Сразу 422. Стал топ-5. А, ну я надеюсь, они 5 рыб. Если они пятую не поймают. Да, не поймают. Вот это да! И вот переключаем на пятую рыбу. Поводок испортили, поэтому ставлю новый поводок. А мышка та же предыдущая. Поймал на мыша, как и все остальные рыбки. Мы снова в игре. Как переменчивая жизнь, да? Да. Не, мы и так в игре с тобой были. Но сейчас-то все вообще другими красочками заиграло. Как один заброс все может решить, да? И рыбалка, да. Текущая погода не позволяет рассчитывать на супер результат. Однако рыбалка чем и хороша, очень часто ты или фантазируешь много, получаешь нифига, или наоборот думаешь, ну фигня, а получаешь реально круто. Или в последний момент, если вкалываешь. Поэтому раскатывать губу не будем, но надеяться и стараться будем. Нам важно поймать еще 4 хороших рыбы. Ну, там по количеству посмотрим. Как уже не будем упираться, пробовать что-то ловить мелкое. Просто постараемся поймать 4 нормальных рыбы. Мы сейчас работаем разными приманками. Женька поролон с перегрузом на быстрой агрессивной проводке. Я пытаюсь поймать на бигбейт, ну там у меня мышь с бултизом, с подсадкой. Рыба явно есть, ее видно. Структурник. Но пока здесь не ест. Сейчас пробежимся, сделаем еще 1-2 постановки. Если результата не будет никакого, то двинемся обратно на полив и будем там уже играться. Пытаться, вон слева не рыба у нас. Надо начать вот с этой стороны, Слав. Нашел шикарно просто, Пашка. На дне, видишь, что происходит вот здесь? Вот в этом месте мы сейчас будем. Да. Начнем. В любое место, где мы стоим, в округе можно кидать. Хоть влево, хоть вправо. Тут прям везде, как корчики, везде может быть. Здесь по 10 забросов и дальше. Мне кажется, мы с тобой поймем вообще ни Что нет в траве? Я думаю, поймаем. Давай.
первая поклевка на геку зелененькую, без огрузки. Сейчас-ка мы ее попросим на попец. Ну, минус осетника в чем? В том, что на него сходит часто. Да, ну а что сделаешь? Ничего не сделаешь. Ну, рыба-то должна клюнуть, ее же много. Рыба никому вообще ничего не должна. Рыба! Ха-ха! Фиши, фиши, фиши! Небольшая. Небольшая? Небольшая. Важно. Ну да, первый заброс на новой точке, где мы с утра не увидели ни одной потычки. Да, друзья, уникальный случай. Антон Фишерман поймал рыбу в Казани. Шеги Хок. Тащи ее сюда. Оп, чик-трак и в домике. Толстенькая такая. Ну, ё-моё. Что-то можем, да, что-то умеем. Так, оп. Вот и щучка. Шеги Хок, которому я приделал откусанный фанкишет 9-дюймовый. Ну, был 9-дюймовый, ему пару дюймов отгрызлось. Оп. Так, ну что у нас по сантиметрам? Стас, помоги там с хвостом. Здесь прижал. Здесь прижал. Прижал? Прижал. 86. Окей. И все, рыбу домой. Оп. Ну и плыви. Сейчас она чуть воздух выпустит и пошла. Мы на этой точке начинали с утра в первом эпизоде, вы все видели, и не было здесь ни одной поклевки, хотя щуки стояло столько же. Покатались по разным локациям, решили вернуться опять сюда, проверить, что здесь происходит в другое время. Ну и вот, в общем, как только встали, первый заброс Шеги Хога с фанкишедом в таком темненьком цвете. 24 грамма вольфрамовый грузик, потому что здесь 8 метров глубина. Вот, забросил приманку, положил его на дно, подбросил и начал медленно вести с легкими ударчиками. Буквально там на 4-5 обороте. Хорошая такая нормальная поклевка, которую я давно ждал. Жмякнул нормально? Жмякнул нормально? Ну, не летняя поклевка, конечно. Понятно. Не, вот это о чем говорит? О том, что вот осенью все-таки есть такая история, как выход, активность рыбы. Вот, поэтому мы, зная то, что здесь огромное количество щуки накопилось, пошли на второй круг. Вот. И это наша не последняя постановка. Мы зайдем еще в наше место, на которое у нас вот максимальные надежды, где максимальное количество щуки. Вот. И будем надеяться, то, что она себя проявит. Мы приехали на ту точку, куда собирались приехать на вторую половину дня. И сейчас мы здесь. Мы очень надеемся, что сейчас включится здесь рыба как в количестве, так и в качестве. И рыбки будут разные. Мы надеемся все-таки, что будут хорошие рыбы, их будет достаточно много. Чтобы можно было и топ-5 поукрупнять. Да, я даже надеюсь, что мы его не только поймаем, но и поукрупняем. Понятно, что первое место за этот день сложно будет перебить. Но какое-нибудь второе место, то есть 2 балла, да, вполне возможно. Я сейчас кидаю на маленький бигбейт, на губастую, а перейду, наверное, сейчас тоже на джиг. Потому что им будет оперативней пролов. Но ситуация немножко поменялась, да, Петь? То есть груз уже... Течка. Да, груз уже... Дали более сильное больше. течение, абсолютно точно. Надо, чтобы он ровненький был. На бровке она перманентно есть, я так понимаю, на этой. Было бы здорово. То есть везде, где я иду вот по бровке, да, здесь чуть покажет, там чуть, там чуть. Опа! Удар был. Мимо? Нет. Ну как, я подсек-то мимо, но удар был хороший. Щучий? Да. Такой удар и коцка только вот здесь. Но все-таки с бровки. Скатился когда, да. Ну, далеко от нее или прям под ней? Причем я же когда скатываюсь с бровки, то есть вот у меня миляк пропрыгал быстренько, Ага. начинается вот этот весун. После весуна тырк, и я прямо один оборотик, я чувствую, что я еще не дошел бровку. Ребята,
Разобрались. Мы сохраняем хладнокровие, потому что мы знаем, что сейчас должно начаться. Вот сейчас. Вот прям... Не сейчас обманываю. 27 минут у нее еще, чтобы собраться. Точка Лещ, но она тоже надежная была. Мне вот всегда нравился пик и пеньки. А у меня Лещ. Да? Лещ, пеньки и поклевка. Петр Денисов все эти названия знает. Ему большой привет. Это его самое нелюбимое место в Сызрани. Рыба! Опа, красавчик. Давай сюда ее. Щучара. На свечку идет. Выше. Готов? Валяем? Да. Васек, на весень точно подсаки, я ж тебе говорил. Фу. Че, погнали мерить? Погнали, бери палку. Так, раз, два, три. Так. 77. Ох, отпустим красотку. Давай. Пока. Фу. +1. Записываем. По меркам нынешней сызранской воды размер щук, конечно, катастрофически маленький, особенно для больших приманок. Но в данной ситуации, которая происходит сейчас на воде, мы этому безумно рады. Вторая щучка в копилку. Ну, в общем, если сделать какие-то выводы по ситуации, по сегодняшней, у нас все 3 поклевки, то есть 2 реализованные, они все на равномерку. Это говорит о том, что из-за ветра, как Саня говорил, мы не можем обеспечить подачу, во-первых. Во-вторых, рыба очень пассивная, и ей, видимо, нужно чуть больше времени подумать, да, чуть больше возможности пройти за приманкой без каких-либо там изменений, чтобы она могла уже атаковать. Мы еще поборемся, то есть, ну и коли поклевка есть, то есть если ловить хотя бы рыбу в час, уже будет гуд. У нас есть 4 часа, план минимум поймать еще 3 рыбы. Решил все-таки перейти тоже на равномерную проводку большой приманкой, потому что, ну, мышь отказывается работать от слова совсем. Несмотря на то, что это одна из любимых приманок по этой воде. Так что будем пробовать снова. Ну что, продолжаем, запускаем таймер дальше. Давай, сейчас выпарим. Просто нужно 5-ю рыбу, как минимум. И вопрос закроется. Думаю, надо ехать на бровку пробовать. Ну, просто надо уделить либо там час здесь, час там. Ну, то есть, например, Согласен. поехать туда, 3 прохода, если видим, что рыба вышла и стоит там на бровке, значит пробуем. Если мы понимаем, идем и видим, что ее там нет, значит мы понимаем, что ее там нет. Здесь! Нет. Да. Ой, это... Это... Простите за мой французский. Это прям... Что-то очень большое. Я скажу. Давай ее сюда. А, Серег! Тихо. Это, я ее не подниму. Давай, клади. Помогай. Давай, клади. Вот есть 115. Вот касается плавничок. Я держу. Да он нормально, вот, любой касается. Вот, Ну да. Вот, я коснулся, все. Все, 115, в принципе, есть. А вот это Big Fish, ну не по длине, но по весу, да. По весу сюда. Это мамка, посмотри, там просто целое брюхо. Давай фоточку. Это просто безумие. Ну и щука! Как думаете, сколько килограммов весит эта гигантская рыбина? Это та как раз, которую мы видели. Как раз, которую я отметил заправочкой. Заправились. Да! Вальнул, я! Вот так вот! Да просто был зацеп. Я подсек и все. И как бы она встала. И просто она встала вот так вот. Думаю, блин, цепил за что-то дергаю. Отцепить думаю. Она не цепляется. По весу она просто реально больше той. Это по весу, ну, по-моему, все видели. Она реально жирная.
Ну, походу, топ-5 мы забрали. Подожди, нам надо 64 сантиметра укрупнить. Надо. Давай Никуда не пойдем уже. Согласен. Нахер. Никуда здесь не будем. Здесь уже доиграем. Слушай, ну по эмоциям это была лучшая рыба. Мега тяжелая. Просто... Ну, она усилие такое дала на спиннинге, блин, как на тропической рыбалке, тунец дает. Я думал, не влезет в подсак. А сколько была-то? 115. Ну это жирней, просто это мамка, наевшаяся такая лютая. Роста FPS Bots закрывают свой топ-5. Цифра у ребят просто фантастическая. Сильно прибавляет и рыбомания. А самая интересная борьба завязывается в розыгрыше баллов за количество поимок. Приятная, красивая рыба. За 10 когда. Ротик у нее такой, ведерко прям. У которой поменьше, ну, из-под мороженого такого нормального. У которой побольше, такое же хорошенькое ведерко. Буквально на прошлых турнирах Hot Spot можно было турнир выиграть одним днем, забрав все номинации. Получить 3 балла и при всех равных, при крупной рыбе, ну, реально выиграть. Сейчас, даже выиграв день все номинации, заняв первое место везде, можно проиграть, потому что 3-бальная система подсчета, она реально дает шанс. Ты можешь вот чуть проиграть в один день, но классно выступить во второй день. То есть просто хорошо отловиться там вторым, третьим в каждой номинации в оба дня и победить. Очень интересно и дает шанс всем. Как бы, чтобы булочки не расслабляли. Я в том году, получается, поймал 5 рыб за 10. Одну из них за 12 минут до конца турнира Hot Spot Pike. На Волге поймал в том году. Я в Казани поймал 1 за 10. В Сызрани 2. 3. Здесь 4. И в ноябре на Волге 10 400 поймал в том году. 5 рыб за 10 в том году поймал. Ну, в данный момент я ловлю тем, чем мы начинал в первом эпизоде. У меня Zetrix Hellhound Dark Blood до 180 грамм. Катушка Shimano Calcutta Conquest DC-шный 201. Шнур Sunline PE Jigger LT 8 5 PE. Я по-прежнему, да, также ловлю той же палкой, что и в первом эпизоде. Major Craft Grand Soul до 60 грамм 8. Очень легенькая, прикольная палочка. Из рук не хочется выпускать, именно для таких анимаций она прям супер как подходит. То есть, ну, ловлю и наслаждаюсь, честно говоря. У меня в спиннинге сегодня RS Evox 803 Ашка до 65 грамм. Это как бы моя удочка номер 1 для ответственной ловли. И в пале, и здесь. Мы с Лехой используем разные приманки преднамеренно, потому что на тренировке нормально. Ну, хорошая была реакция, ну как хорошая была, короче, какая-то хоть реакция на мыша, была реакция на FET 6.8, на Gecko 6.9. Вот, поэтому Леха сегодня преимущественно кидает поменьше, а я как-то, ну, так получилось, сконцентрировался на мыше. И пока все рыбы на мышь пойманы. Но это не значит, что те же 6.8, 6.9 не сработают. Хотя, может быть, у нее сегодня такой настрой, и нам лучше вдвоим перейти на мыша. Сейчас подумаем об этом. Ну, 100% надо на мышь переходить. Да. Я потому что только оттуда туда кидал. Все, я уже спешу. Вроде ничего, рыба. Леха? Я тут. Опа! Супер. Зачетная. Держи здесь за холку, а тут на нижнюю челюсть. И покажи мне, а то я ни черта не вижу. Вот так вот. До 80 не дотягивает. Ну-ка, держишь. Да, сложи ее как-нибудь там. Да, 79. Бомба! Рыбалка бомба! 79 сантиметров. И все та же мышь. Слушай, 6-я рыба. И мы перелистываем эту страничку. Хорошо. У нас было 317. Плюс 105 это стало 422. Вот.
Значит, у нас сейчас 432. Ну, здорово. Чё? Отлично. Дела у фрап не ладятся. Павел и Вячеслав кардинально меняют стратегию и уходят ловить в прибрежную зону. Они уже не раз давали жару под конец дня. Получится ли это у них вновь? Как думаешь, замерим ее? Такая не пойдет. Давай замерим. Надо померить, Пашка. Угу. Как ты говорил, они там все в среднем 55, да? Подожди. Ты говоришь, что один раз поймал тут восьмерку. Между восьмеркой и этой среднем 55. Передай ребятам, Саби привет. Померь, Пашка, померь. Вдруг буду тянется. Подожди, дай померю. Нормально все будет. Тебя поймаем. Понял. 40-ка будет. Может 40 нет? 40 по перу по одному было. Едем дальше. Соглашусь. Здесь рыбейку побрали. Пойдем дальше поберем. Нормально, сейчас поймаем. На, Санек. Сейчас еще десятку бах на 120 с травы. Чтоб все офигели, блин. Я думаю, прям сейчас надо ехать На кофейню. на кофейню. Да. И если там более-менее еще и на касание, только встать по-другому, по ветру, как я говорил. Давай. Понял? Есть! Ой, красавчик, а. Давай. Опа! Давай резче. Я тут. Валяем. Ну ё-моё! Катавасия! Фу, потихонечку, сквозь боль двигаемся к намеченной цели. Еще 2 рыбки, и у нас будет топ-5 длина. Причем рыбки средний размер, все приятные. То есть наша ставка на большие приманки в целом, конечно, не в топе, но играет. Пойдем освобождать рыбку. Оба-на. Все ровненькие у нас, они все в районе 75-80 будут сантиметров. Так. Слушай, вот это обожженное. Да. Что там? 80. Ровно 80? Да. До 81 никак? А если в кучку собрать? Коснаев? Ну нет, ладно. Нет. В лодке и за бортом творится какая-то катавасия. Но несмотря на это, мы подлавливаем по чуть-чуть сквозь зубки. Ну как подлавливаем? Василий Щучкин продолжает долавливать щучейчик, а я сегодня не видел ни одной поклевки. Для меня это полная катастрофа. Но Мы команда, самое главное. Ловлю на бигбейт уже достаточно давно. Уж не помню с какого года. И когда мы начинали, никаких паноптиксов не было. Мы ловили чисто, как говорит классик, на скиллах. Ну и, соответственно, продолжаем делать это и сейчас. Впрочем, результат, конечно, не топовый. Но мы бьемся и будем биться до последнего. 15:00, всего 2 часа осталось. Это очень мало, конечно. Ни о какой бровке там речи уже быть не может у тебя, да? Есть! Остаюсь. Готов? Да? Нормальная хоть? Да я что пойму, что глубинище. Есть. Палку положил, ушел за линейкой. У нас перекись есть? Нету. Хреново, потому что нужна мне. Она клыком мне, пока я вынимал приманку, в рывке разодрала руку. 71. Она небольшая, но она очень нужная. Ждем нормальных. Давай беги, жабенок. В тренировках рыба стояла мельче и прижата к бровке. 16:00. Той. Вот. А сейчас безуспешные перестановки. И все время видим рыбу, но идем вверх по течению, видим рыбу в правом луче. Вот, решили встать глубже.
под нами 12 сейчас. Ни о какой ловле с бровки не может идти и речь, потому что бровка вон там. На что? Странный. На странного? Да. На странноватую приманку. Как и предыдущая. Вот. Это уже совсем ловля не по рельефу, не с бровки. Это ловля просто в русле. Мимо. Короче, заклевала она здесь. Ты ее записал? А? Записал ее? Да. Плохо стучит. На выбросе она у тебя треснула-то? Нет, не на Недалеко? выбросе. Я тебе говорю, я кинул туда, Ага. приманку вынесла ровно, Ага. практически ровно. Всё И она банально, не клюнула. надо читарилку повесить. Возможно, поможет. Чуть более прогонистый. Ну да. Или вообще сложину. Я пока... переставляю, в смысле, приманку. Приманку, да, я про это и Приманку, говорю. да. 55 грамм. Груз остался тот же. Экспериментируем с именно приманкой. О, далеко или нет? Мотай, мотай. Хорошая? Не, блин, ну клюнула. Давай. Поклевка вообще офигенная. Вроде не крупная. Это было почти... О! Нормально я себе пресс только что разработал. На линейке подскользнулся. Палку не сломал. Не сломал. О, хорошо. Но я, честно говоря, у меня было вот эта вот секунда, когда ноги начали подниматься, а голова опускаться. Трикитейл, только большой, и башка от мыши. Да, 10-дюймовый трикитейл. И гены подсак. Вот чем хорош, да, хотспот, чем хорош этот формат турнира, тем, что есть всегда возможность рискнуть. Мы же могли сейчас поехать по точкам, да, каким-то коряшкам, собирать штучную рыбу. Но вместо этого мы что делаем? Рискуем, приезжаем туда, где щуки много. И вот даже что-то поймали. Прям видно было. 82. И отпускаем. Хоба. Хвостиком вильнуло. Да. Кстати, такой интересный способ отпускания, когда рыбу ловишь с относительно какой-то глубины. Вот, бывает полезно аккуратненько ее туда направить сразу вниз, чтобы давление воды позволило ей срыгнуть лишний воздух и спокойно уйти. Вот кайф подобных турниров, как Hotspot, и в принципе всех турниров в том, что ты в другом режиме каком-то находишься и радуешься абсолютно всем рыбам, всем поклевкам. То есть на обычной рыбалке мы бы сейчас со Стасом вот этих там щук 80+, типа, поймал, хорошо, классно, где нормальная рыба? Где там метр плюс, там, восьмерки, девятки и так далее. А на турнире, и в принципе на простой рыбалке уже даже рыба 10+, она не вызывает таких вот ощущений, как раньше, там ручки-ножки не трясутся. А тут вот даже поймав сейчас подряд две рыбы 80+, уже такое состояние, прям напряжение, прям адреналинчик. И вот в этом, за это как бы я благодарен возможности участвовать в Хотспоте и же с ними. Это круто. Я думаю, все участники 100% такого же мнения. У нас еще 2,5 часа, чуть меньше ловли. Это, в общем-то, достаточно для того, чтобы поймать пару хороших рыбеек. Что, эта приманка пережила уже 4 щуки, 3 очень хороших. 113, 118, 115. Вот. А вот шнур не пережил, потому что попал в пасть рыбе, поэтому считаю целесообразным его перевязать. Вроде нормально. Вроде туда пошла, вижу. На фишу зайди, она вон же там. Гашу. Ну, вроде норму выполнил на сегодня. Обещал немного соплей. Вот, сопли. В принципе. Подсак у нас рыба рвала, поэтому стараемся как-то аккуратнее себя обходиться. Ава! Сопли, слюни. Все как хотели. Ай! 110 есть. Прижато? Прижато. Спокойно 110. Ну дай хоть рыбку-то подержать. Полный кайф.
Вот такую красоточку, да? Все, побежал. Ну что, команда Роста, она же FPS Bots, немного половила рыбки сегодня. По 5? Сопли, слюни. Все как мы любим. По 5 рыбам крупным закрылись. Вот даже чуть поранил меня. Вот, хоть что-то. Хоть что-то, да? Холодно, руки обмерзают, жуть. Мы берем перчатки даже не потому, что как бы страшно, а потому что очень холодно. Роста FPS Bots достигают по-настоящему гроссмейстерского результата. Их топ-5 теперь состоит из 5 рыб, каждая из которых длиннее метра. Позиции команды выглядят незыблемыми. Передаем эстафету. Алексей! Она уже здесь. Ой-ой-ой! Она сама запрыгнула? Не знаю, я линейку немножко, видишь, поломал. А дай, может, мне сподручнее. Где, наверное, сподручнее. Смотри, пожалуйста, можешь? Быстро мерим. Так. А это у нас 75. Да не, ну 75 или не успели? Без вариантов. Так. Надо успеть. Где-то 15, наверное. 75. Я тоже на мышь перешел. Вот. Но только я поставил с трикетейлом, с оригинальным хвостом. Но явно нужно было на мышь переходить. Она сегодня точно рулит. Там пару рыб надо прям кровь из носа ловить. Что надо? Пару рыб прям кровь из носа надо ловить, чтобы был шанс, может быть, за количество хотя бы 1-2 балла зацепить. И хотя бы одну нормальную бы рыбку, чтобы закрыть 66, туда 400 хотя бы перевалить. Тогда тоже есть шансы в топ-5 что-нибудь там зацепить, чтобы оставить шансы на крайний день. Если остаться прям вот как сейчас, то можно получить ничего. А это будет не очень. Может, дотянет туда. Может быть, дотянется. На этот клей. Продолжим дальше. Второй день, вторая рыба. Пушка. 56 сантиметров. Есть. Не дотянется, наверное, братан. Думаю, точно нет. Чувствуете, чем пахнет? Чувствуете? Запах победы. Полетели по грядкам, проедем, с джигом попробуем. Хер знает, да? Я пока это заряжу что-нибудь джиговать. Санька, можешь, пожалуйста? Подстихло как будто немножко, да? Кстати, да, может быть, Может, и на касание сможем встать нормально. Обычно столько проходок, да, выходы к борту. А даже к борту ни разу никто не вылез. Ну да. Вот у нас здесь различные рыбки в заломах сидят. То есть волна очень сложно, но мы точно знаем, что это такое. То есть здесь и судачок стоит, и щучейка. Сложно сейчас инициировать, потому что волну картинка драная. Но жизнь, по крайней мере, там имеется. О, хорошая. Такая? Четверо точно. Валяем? Давай, давай, поболее, давай. поболее. Опа. Опа! Потихонечку. Она отвалилась, прикинь? Да.
Все. Блин, ну у меня сегодня это единственная поклевка, единственная реализация. Слушай, ну я поверил в красную бычка. Да я тебе говорю, тут это все равномерка просто сегодня. Подачи нет возможности. Но стычки. Ровненькие все. Да. Ух ты, Держи. уезжаем куда-то. Так. Давай, я держу башку. Погодь, давай ты там возись. Все, башку зафиксировал. Ну, сейчас 7. Так, 4 рыбы. Запишешь, Сань? Да. 7-7 она ж была. Да. Несмотря на погоду, получилось еще одну щучку взять, это 4-я. Решил поставить под равномерную проводку обычную большую приманку, это Savage Gear, бычок, 23 сантиметра. Поклевочка была прям еле-еле, но удалось щучечку маленечко подраскачать. То есть сегодня у нее настроение максимально пакостное. Кстати, четко с бровы клюнула. А? Четко с бровы клюнула. Ну она так и Я брала свалил всегда. и... Да. Сейчас еще по паре забросов на следующую постанову. Да. Есть! Да не пойму, Вань, далеко все. Он начинает вставать. Да, вот это поймано по-умному. Опа! Все, продырявился подсак. И есть. Ага. Так, линейка. 70? Нет. 69. 70 не натянешь никак. 69, понял. Не ту рыбу мы пока здесь ждем, но мы верим в точку. Оп. Побежал девчуля. Быстро ловить дальше. Записал я? Нет. А? Записал? Нет. Чего? Рыбу. Да, конечно. Есть! О, Вань, а вот это серьезно. Ваня. Вань. Да, я тут. С якоря снимись. С якоря? Да. Снялся? Да. Она глубоко заела. Ага. Потому что шкрябала зубами. И она большая. Успею, наверное, разложить. Сейчас, подожди. И вон я ее вижу. Она пытается на свечку, но ей не хватает. Она большая просто. Промахнулась коза. А, вижу. Что, поперек, что? Да. Ты чё? Шкрябала зубами или чё она шкрябала там? Слушай, а ты ее переэтовал, что ли? Да. Переэтовал. У нее во рту хоть что-нибудь есть? Чё у нее там во рту? Тупая. То есть у нее выскочила, и она в петле была. Так, ладно. Что случилось? Произошла поклевка классная. Щука шкрябала зубами по поводку, давила, все здорово. Потом какой-то провис, и потом она пошла по-другому как-то, встала. Ну, то есть приманка была в пасти, любой человек это поймет, который хоть немножко понимает в ловле рыбы, да? Видишь, Вань, поросячий хвост? Да, вижу. То есть все было нормально? Было, да. А потом она просто... стала нет. Потом стало нет, говорит Иван. И Иван прав. Так, ну что, сейчас утяжелимся. Рыбалки остается все меньше. Вешаем мелкого честера на 60 грамм. И если не будет хватать, еще сейчас догружусь так называемым редом. Это на легкозацепе грузики. Как большие я показывал уже. Такие же есть и поменьше. Вот этим поменьше сейчас я, наверное, подгружу вот эту вот всю прекрасную конструкцию. Держи ее, не отпускай. Я уже почти рядом с тобой. Хорошая рыбейка. Куда пойдешь? Сейчас посмотрим. Ух ты, ух ты.
Ой, она. Она. Да, я готов подать из лодки. Что Антох. скажешь, что сделаю? Давай, готовься. Я прям очень Готовься, готов. готовься. Я сейчас подниму и валяю ее сразу. Готов? Готов. Принимай. Есть. Свинья. Ай, да, Стасик. Какая поклёнька. Так... Явочка все такая прям. Это 10 плюс. Это 10 плюс. Это мать. Это мать, идите, Джамбо. Я надеюсь, парни на Аби не офигеют в конец там и не будут унижать нас. На 123 без паноптикса. На Средней Волге, на запрессованном водоеме. Ну, гид. Вот это мамка! Кто-то ожидал увидеть такого монстра? Давайте поздравим парней с фантастической поимкой. Это самая крупная рыба Hotspot Pike. И она буквально меняет ход истории. 123. Ребят, поймал не я, но у меня почему-то руки трясутся. На, рассказывай. Слушай, ну это приманка та, на которой у меня уже была сейчас рыба, да, чуть за 80 был сход. Это мышь и... Эмо-мышь, да. А с трикетейлом 10-дюймовым. То есть нацепили мы вот эту вот ужа. И щука оценила. Фу. А я-то как оценил? Это не мой личный рекорд, конечно, это очень рядом. У меня личный рекорд 125 сантиметров щука. 13.45, 123. Та же приманка, да? Отлично, отлично. Настроение просто супер. Очень круто, очень круто. Пишите, ребят, ваши комментарии по этому поводу. На таймере остался 1:51, но по факту еще плюс полчаса, потому как по правилам у нас, когда созвон, мы на полчаса останавливаем ловлю. Поклевки прекратились. Ну, блин, эта постанова дала двух хороших рыб. Ну, как двух хороших рыб? Одну отличную рыбу и одну поклевку отличной рыбы. Поэтому мы район, естественно, покидать не будем. Вот, прокатимся здесь, посмотрим на тех щук, с которыми мы еще не знакомились. Заморочка по поездке в Канты. Сработало. Да. Как бы однозначно. Ты просто понимаешь, 5 рыб за 110. Мне кажется, такого даже в Европе не было. 5 рыб за 110. Мне кажется, ребятам здесь местным можно после этого бронировать на следующий год и полную бронь уже делать. Ты что-то увидел, А700? Или это та же самая точка получается, да? Нет, я переместился. Но сейчас я буквально заброс сделаю, что, мне кажется. Что? Забросик только если сделать, можно перейти, там стояла всего одна рыба. Я бы сейчас не знаю, ну как бы еще валить, конечно, клево, но я бы лучше с большей радостью бы хотел, чтобы мы еще там несколько маленьких, да? Да, 3-4 каких-нибудь, хоть килошки. Ну я думаю, заберем какие-то очки на самом деле по количеству. Спасибо Hotspot'у за предоставленные бафы. Без них было бы холодно. Как, например, нашему оператору. 50 минут осталось. Поехали на ту точку. Может, доберемся? Или здесь хочешь? Типа нет смысла метаться. Но там мы сегодня очень много прошерстили. Ну, да. Мне кажется, на самом деле морозы на плюс сыграли. Думаешь? А? Думаешь? С точки зрения активности, я думаю, что да. Минуса стали долбить, она начала активней, что надо ей наесться. Ну там пузо как бы, оно не то чтобы мягкое и жирное, оно просто твердое. Я там чью-то голову прощупывал. О, начинает просто садиться и становится вообще холодно. Вот меня вот это вот и бесит. Да там то же самое. Не то же самое. Там как раз сейчас не то же самое будет. Ветер поменялся, там оно будет прикрывать, мне кажется. Поехали, пока есть время туда. А? Не знаю, ну поехали. Ну просто очень холодно. Там будет получше. Ну вот они прям валяются. 1, 2, 3. Вот 4 висит. Здесь 5, 6. Вот этих 4. Отметь 3 рядом. Давай. Которая одна прям у бровки свисает. Да. Ага. Треугольничком я зеленым отмечу. Сколько же экшена отражает таблица на ваших экранах?
Нереальная щука MF Bot, рывок рыбомании по количеству, подкрадывающиеся парни из Max Fishing. У нас завязалась интереснейшая борьба. У нас, сейчас посмотрю, Да ладно, по-моему, фиг с ними, какая разница, 9 или 8? 9. 9 рыб. Я только подсак не помыл, Лех. Сейчас я его хочу помыть. Лех, не мой. Я что хотел сказать, может не надо? Это какая-то феерия. Такая средненькая рыбка, ничего вроде. Давай, отлично. Я ее взял. Супер. Ну-ка, правда она так зацепилась. Ага. Эту я уже не схвачу, это на тебе, Лех. Это для меня крупная. Сейчас. Перчатки и вперед с песней. Упер 90. Да, у меня есть. 90. Супер. Еще укрупнились. 90 сантиметров. Так мы еще топ-5 отвоюем. Не знаю, не знаю. Все может резко оборваться. Слушай, как бы не оборвалось, это 10-я рыба. Видишь, погода какая? Может быть, она реально у нее сдвиг. Сдвиг, прошел, да. Осталось час 27 нашей рыбалки. К сожалению, по прогнозу после обеда был дождь, и он есть, и не слабый, и понимали, что будет снижение клёва. Клёв кончился. Что, собственно, и произошло, похоже. Да, все подтверждается, значит, прям совсем вырубилась рыбка, поэтому... Водоем на самом деле очень интересный. Но опять же, есть специфика. Можно реально налупить щуки очень серьезно, а можно мало поймать. Но опять же, это даже вне какой-то зависимости там, от погоды или каких-то там глобальных катаклизмов. На сегодня было понятно, что будет день непростой, 100%, и что с обеда будет похуже. Но все-таки рассчитывали на чуть побольший результат. По сути, одна нормальная рыба, 4 некрупных и всего 5 поклевок, 5 рыб. Щучка, ну давай уже клюнь там, ну на ночь покушать тебе надо. Поклевка, правда, такая цап-царап. О, небольшая, но щука! Ура! О, пузико какое, а? Явно она не сильно голодная сейчас. Глаз ей. Так, ой, блин, это толстая, но короткая. Ну да, 70 точно. Ой, какой у нее там, ой, вкуснота там у нее в животике. Плотвичка какая-нибудь. Да какой там нормальная там. Густерочка или подлещ такой. Эй, какой живот, а? Осталось 51 минута ловли. Ну что сказать. Хорошо, что поймали рыбу в этом эпизоде. Честно говоря, уже надежды особо не было. Потому что рыба прям вырубилась конкретно. Да и поклевка была такая аккуратная. Поменьше вес поставил. На 14 граммах. Вот. Теперь у меня супер жеваная поролонка. Я выправил. Такая вот она. Это самая рабочая. Такая. Сопливая. Сейчас проверим. Самое не самое. Осталось немного времени. Нам надо поймать еще. И желательно хотя бы одну нормальную рыбу под 90 сантиметров, чтобы увеличить свой топ-5 и хотя бы перевалить за 400. Это очень важно. Повторю, чтобы хотя бы зацепиться за какие-то баллы. Нам нужна хотя бы одна-две рыбы еще. И одна хотя бы хорошая. Надо поймать. В общем, на самом деле, в обычной жизни, на обычной рыбалке, я бы в такую погоду не приехал. А тут у нас Александр Котов вторую ковыряет. Пошел во вкус. Так. Давай плохо. Все, я убираю.
Давай. На свечку идет? Да. Газуй, газуй. Вон, я ее вижу. Никак не могу заглушить. Хорошая? Не, мелкая. Ну, хоть мелкая. Ну да. С другого направления клюнул. Угу. Опа, поднимай, Да поднимай. не, нормально, нормально. Валяем, 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 валяем. Опа! Ну, молоденькая, ну ладно. Котовасия! Кота! Васия! Тоже, знаешь, какая поклевка была? Вообще дотронулся. Все. Я Так, думал, девушка. вообще трава, но думаю, дай-ка секану. Давайте вас измерим. Это 60, наверное. Так. Жиговый размерчик. Держи Давай. башку, зажимай. Угу. Опа, тихо, тихо, тихо. Ну, какая она Угу. дерзкая Так. девочка. Так, до 70 не дотянется? Нет, 69. 69, в целом ничего. Микрощучка! Пятая щучка доловилась. Все на ту же приманку. Сменил. Рыба! Оу! Она прям нормально. Ой-ой-ой. Так, О, вот пацак, это прям пацак, гуд. пацак. Крупним-то Бегу, 5. бегу, большой. Вот это мощное. Давай, давай, давай. Опа! Вот так вот в последние часы буквально меняется картина полностью. Мы до этого просто ныли, и у нас ничего не получалось. А сейчас начали в туре уже ориентироваться, придумывать постановку, подачу. И наши места открылись в новом вообще ракурсе. Давай. Фу, погнали. Но это уже нормально, это даст нормально прирост. Это уже достойно. Внимание! Это уже гуд. Потихонечку начинаем. Ну, 93 есть, касается. Давай, мамуля. А-та-та-та-та-та-та-та-та. Вон она пошла, торпедка. Мы довольны очень, очень круто. Так, 93, да, там было? Да. Это было 93. Да, это 93. Потихонечку двигаемся. Может быть, сейчас еще что-нибудь подловим. Как переменчиво настроение рыболовов. Ныли буквально час назад ныли, что вообще все плохо и ничего не клюет, а сейчас просто буквально за, там, я не знаю, по-моему, за 15 минут поймали 3 рыбы, 2 из них прям в целом приятные. Ну, не самые приятные, но гуд. В общем, есть надежда на то, что мы даже за какие-нибудь балты и зарубимся. Александр Котов. Все, давай хлещем дальше. Угу. Вот прям строго браву, да, проходишь. Да. И она прям сразу бам! Берем фрап гека 5 дюймов, потому что мы в него верим. И других у нас тоже нет. Да, у нас на самом деле 3 приманки осталось мелких. Вот мы 3 поймали, а толку 0. Из 3 одна в защите. Надо было Сейчас оставаться. к вечеру будет выход по-любому. Надо было оставаться на горе моря, там бы сейчас точно поймали бы. А там лежит все спокойно, да? Да. Кидай не хочу. Есть! Вставай, Это спасак. что? Снят с якоря? Слушай, я надеюсь, что это не такая же история, как у тебя. И бьется хреново, не стреляет ничего, просто как этот. Сейчас, подожди, может она просто хорошая. Это было бы очень круто. Подожди, район головы или нет? Ну это же была с атакой, явно промашка. По-моему, район головы. Кстати, да. Она, конечно, не гранде. Совсем. Это мадаме. Давай вынимай, а то у нас дыра. Отфиксировать надо, и она в зачете. Что там? 66. Сколько? 66. Понял. Заходит. На вытяге взял или... Она уже практически начала вытягиваться в корму. Ага. Но кинул с упреждением. Догруз сделал и начинается чего-то. Надеюсь, что это все-таки не последнее. Поймал.
По крайней мере, она точно атаковала и вынулась на такого вот мелкого честера. С такой достаточно похабной догрузкой, но крупнее джиголовок у нас нет. А шнур достаточно толстоват. На теляге там ее бесполезно ловить. Погода огонь. Вообще, Чем дальше, тем лучше. Просто сдувает. Казань, я люблю тебя. Казань тебя тоже. Я чувствую. Почувствую эту любовь. Рыба. А это Стасик, а это молодец. Закрылись, Антоха. Опа. Слушай, какая толстенькая, прям красиво. 88. По-моему, все экипажи поймали по 88. Вернулись на нашу локацию, где поймали сегодня 4 из 5 рыб. Мы, кстати, закрылись. Это наша 5-я рыба. Вот, теперь у нас задача укрупнить маленькую, 61 сантиметр. Вот, та же самая мышь, тот же самый трикитейл 10-дюймовый. Вот, заброс. Тот же самый я. Да, заброс, рывочки и щука 88. Отличная щука, я считаю. Ты это называешь рыбочками? Рыбочками? Ну, это же не бульдог там. А это так, ну, дернул там полметра или метр, там продернул и все. Это рыбочек. Так, давненько не ловили. 15-30. 88. Приманка та же. Все, задокументировано. И вошло в историю. Слушай, как мы обратно пойдем? А? Как мы обратно пойдем? Хоп, эй, ла-ла-лей. Развязка все ближе, а некоторые команды разделяют между друг другом считанные сантиметры. Теперь каждая пойманная рыба может все изменить, особенно в розыгрыше баллов за количество поимок. Лидерами быть приятнее, чем аутсайдерами. Собственно, вот мы и андердоги. Ну, кто на нас мог поставить? Но мы и не выиграли еще. В первом туре выступили хорошо, что уже говорить. Ну, даже я бы сказал, отлично. Отлично, наверное, даже. У нас сейчас есть одна проблема, объективно говоря. И проблема заключается в том, что слив здесь абсолютно не оборудованный, песчаный, и поскольку ветер и небольшой прибой, он обледенел. И я не уверен, что у нас сейчас получится поднять катер. Туда предлагаешь поехать? Предлагаю, да. Закончить, так сказать, там. Может, пару карандашей влетит. По-быстрому пройдемся, отметимся. Бам-бам. Я поролончик побросаю. Если так рассказать вообще, почему мы сюда поехали, идея родилась после просмотра Hotspot Zander. Ну, уже после съемок 4-го тура. У нас было несколько вариантов, но таким базовым мы выбрали для себя реку Обь, потому что она достаточно далеко. Здесь не такой запрессованный водоем с точки зрения рыбаков, но если не брать сеточников. С этим водоемом, видимо, мы сегодня прощаемся. А как мы будем добираться до следующего, это очень большой вопрос. На который ответ будет в 3-м эпизоде. Тот водоем, на который мы планируем поехать, до него тоже очень далеко. Для него ровно переход занимает примерно столько же времени, сколько у нас есть времени, в принципе, на смену, то есть где-то 1,5 суток, начиная с окончания этого тура. У нас все на ловлю, ну, в принципе, немало времени, 2:37. Вот. Еще можно много чего натворить. Это уже не смешно, я даже закинуть не успеваю. Не только оттуда, Лех, клюет вообще. Средненькая рыбка, ничего такая вроде. Да, ого. Ого. Это мы еще укрупнились. Наверное. Потом будем считать.
Да, походу да. Тут одним легким движением. Так, 87. Укрупнили? Ну, конечно. 87. Офигенная рыбалка. Всем бы такой рыбалки. Что здесь можно сказать, когда не успеваешь даже спиннинг взять? И я не гидую. Вон, Леха подтвердит. А сколько на 87, да? Вроде да. Так, а завтра еще усиление ветра, да? Да, оно под вечер усиливается. Завтра под вечер, да? Нет, сегодня под вечер. С утра будет жопно. Так, у нас примерно в 4:30 финиш, да? Да, примерно. Примерно? Сейчас я посмотрю, сколько. Да не, нормально, Лех. Я просто думаю, на то трофейное место все равно хотя бы минут на 40 заскочить. Осенняя погодка у нас. Мед. Ветрило очень усилился, снег пошел. И вот перед этим, видно, у щуки какая-то была активизация. Страшная. Что каждый заброс он просто приносил поклевку и поимку. Ну и как-то вот все хорошее заканчивается. И хороший клев тоже. Черт знает, может быть, мы из зоны вышли, сейчас надо еще подумать. Может быть. Погода бывает разная, но весь основной вопрос, принимаешь ты ее или нет. То есть каждый своим критерием рассуждает, его это устраивает или не устраивает. А рыба клюет в любую погоду. Ну, когда-то лучше, когда-то хуже. Просто, в классную погоду ловить более приятно, в неклассную менее приятно. А так ловить можно каждый день. Ну, сегодня вот так, что поделать. О, как достал вовремя, а? Все, 0-0-0. Евгений Анатольевич. Я понял, выматывай. Во втором эпизоде, конечно, рыба прям выключилась конкретно. У нас, получается, даже второй эпизод по времени ловли был чуть больше, чем первый, потому что мы не рано вышли, и за это время у нас была одна поклевка. Одна поклевка. Хорошо, что поимка, не крупные щуки, 70 сантиметров, толстенькая. Ну, одна. О, есть. Нормально, нормально. 50 есть. Давай, давай, давай. Нету. Да, померяемся. Ну, сейчас, блин, сейчас попрет и все. Вместе с жигом только все 50. Сколько? Нету. Нету, да? Очень жаль. 48. Пока есть время, как меня физрук в школе учил. 3 минуты, 3 гола. Никогда не надо отчаиваться. Так что... Поэтому Паша пошел дальнобойщиком, не футболистом. А нет, сейчас мы покидаем травки. Так. Потом пойдем бахнем 120 сантиметров щучку. По 50. Потом еще поймаем травку. Еще бахнем по 50. Грансол любой, да? Зачем? Сегодня хорошо отработал Грансол. Ну, отработали мы. Я вот только так забрасываюсь. В туре особенно. Идем. Слушай, ну мне не нравится уже здесь. Здесь уже не то. Мне тоже. Пошли туда, где было. Давай. На самом деле время уже, по-моему, в районе 5, насколько я понимаю. В это время уже вероятность поимки щуки очень низкая. Мы, по сути, сейчас уже добиваем тур. Поэтому выбрали тактику встать на место, где у нас были поклевки. Ну и просто прохлестать хорошенечко. Там его, может, двинуться чуть выше, чуть ниже. И на этом будем заканчивать. Времени осталось буквально там 20 минуточек. На этом наш первый соревновательный день будет закончен. Но за эти 20 минут, возможно, что-то еще произойдет. Есть! Хорошая вроде, да? Да. Понимаюсь. Ну, по крайней мере, ввалило как надо. Ага. Так хорошая, не хорошая, конечно. Но давай доставай шестая. быстрее. Давай сюда. Ага. Отцепилась сама? Да? Слушайте, а я ведь могу ловить-то, да? Можешь, лови. Сколько это? 69.
морда прижата, хвост заходит абсолютно четко. Не это нарабатывали ребята. Все. Кровавые бумаги. Ну что, 6-я. Та же приманка, но с догрузом. Мало мне стало веса. Вот, когда в тренировках, причем буквально вчера она была вон там ближе к бровке, это была более простая ловля. Очень жаль, что у нас осталось мало времени. Ну, мало времени не потому, что даже тур закончится, а потому что уже начинаются сумерки. Осень, она на самом деле действительно очень переменчивая, рыба очень переменчивая. Хотя, казалось бы, вопреки общему убеждению, что вот осенью, вот сейчас начнется рыбалка, весной сейчас вода нагреется, да, осенью сейчас вода остынет. В общем, сейчас период такой здесь, что вода остывает очень быстро. И, соответственно, ситуация тоже быстро меняется, а мы как раз под нее подстраиваться вынуждены. Это трики, тейл. Тара-та-та-та-та, тара-та-та-та-та. Рыба! Хорош! Хорош, Толщан! А может и не рыба. Да ладно, расскажи мне. Может это судак, ты его убил? А, рыба. А, рыба. Или мы без подсака с ней справимся? Нет, бери подсак. На? Но это не 61. Не, ну... Это больше. Вот сейчас касается. Да, 73, 74 не получается. Хотя подожди, вот сейчас касается. Подожди, касается, вот. Еле-еле на 74 заходит. Так, я так понял. О, как ушла Я так торпеда. понял, половить мне не дадут. Так, а ты мне дай полотенчик, пожалуйста. Короче, пойду покидаю, а то если он сейчас начнет кидать, мне опять придется что-то там подсачивать, возиться. Записывать. Ну что, 6-я рыба. Мы закрылись, хотели укрупниться. Хотели укрупнить, правда, 30 плюс сантиметров. Трики-тейл, голова мыша. Глаза пока у него на месте, надеюсь, их вышибут за съемочные дни. Под такую немелкую приманку, да еще и с огрузкой. Это Zetrix Hellhound 85-й, полуторачастник. Вот, это серия специально разработанная для ловли на бульдоге, но так как я мышь веду рывковой анимацией, то мне очень удобно, очень нравится вот этой палочкой до 300 грамм. Все время заканчивается, сейчас его терять не будем, у нас есть еще шанс ловить рыбу, потому что рыбы вокруг нас весьма немало. Вот, продолжим нашу ловлю. На ваших экранах финальная таблица по итогу первого соревновательного дня и 2 эпизодов. Как я и говорил, каждая поимка может внести серьезные изменения в розыгрыш баллов. Последняя щука кардинально меняет положение дел. Рыбомания смогла улучшить свой топ-5, но именно поимка рыбы в 74 сантиметра выводит MF Boss вперед в их очной дуэли и помогает занять лидирующие позиции вместе с роста FPS Bots. Рыбомания идет следом с минимальным отставанием. А теперь давайте узнаем мысли команд и их планы на второй игровой день. 3, 2, 1. Стоп! Второй эпизод Hotspot Pike закончен. Закончен, в принципе, тоже успешно. Мы добрали 2 рыбы. Закрылись в общей сложностью где-то там за 570 сантиметров в 5 рыбах. Где-то там за 500. Где-то далеко за 500. Но мне кажется, не часто такое увидишь. Чтобы за день было поймано 5 рыб больше 110. Да, у нас не было ни одной рыбы меньше 110 сантиметров. Дай 5! Поднимать катер, короче, еще куча дел. Впереди переезд. Роста! ППС бот! Да, теперь. Ай, холодно, больно. Закончился второй эпизод Hotspot Pike. Он начинался для нас очень волнительно, потому что в первом эпизоде мы отыграли, с одной стороны, неплохо и закрылись 4 рыбами, 3 из которых были очень хорошие. Но с другой стороны была какая-то недосказанность, потому что нам не хватало 1 или 2 еще хороших. И на пятки нам наступали и Рыбомания, и ФЧМ. А мы своим ходом. А почему катер уехал? Вы узнаете в 3-й серии Hotspot Zander. Пошли в красно-белое. И все, у меня там все леска колом встала в кольцах. Наш второй эпизод подошел к своему логическому завершению. Даже погода не смогла омрачить. Да. Эти великолепные поклевки. Ну, классный денек, здорово. Да, прохладно, но ерунда полная. А мы пойдем одно незаконченное дело заканчивать. Целовать катер Андрюха будет. У нас световой день закончился, хотя на ловле у нас еще есть вот целых 24 минуты. Ну,
Нам честно еще, сказать, это- нам еще это, до базы кон- идти, да, и да, чтобы это, было конечно- безопасно, решили чуть раньше закончить. Это, конечно, нонсенс, когда на соревнования заканчиваются раньше. Мы их заканчиваем, но действительно безопасность здесь она дороже. Потому что в ночи по Чебоксарке ходить это страшновато. А с учетом того, что, как видите, погода еще снежок вот это идет. Нет, Стеклышко. понятно, треки проложены, мы много раз ходили, но много пеньков, которые там некоторые до поверхности не доходят, некоторые доходят, и как бы, за эти 20 минут Ну да. вероятность того, что мы хоть поклевочку еще увидим, я вот расцениваю как 0,5. День и так был хороший, поэтому все, пауза. Вот и подошел к концу второй эпизод. Hotspot Pike 2023. Для нас он прошел сильно хуже, чем планировалось. Их заметно хуже, чем первая часть. Поймали всего одну рыбу, была одна поклевка. Рыба прям реально вырубилась. По прогнозу, где-то ближе к часу, после 12 ближе к часу должен был начаться дождик, а приличный дождь это часов с 2. Обычно в это время щука плохо клюет. По моей практике, может быть, у кого-то по-другому. Плюс похолодало. Хреново. Сказать, наверное, больше нечего. Была надежда побороться, может быть, за количество, попробовать улучшить топ-5, потому что здесь хорошая крупная рыба есть. 90, 100, 110, 120 сантиметров реально поймать. Задача была минимум после первого эпизода перевалить за 400 в топ-5, поймать несколько рыб, хотя бы одну там 90 за 90, и попытаться поймать хотя бы 10 или более рыб, чтобы во всех номинациях побороться хотя бы за 1-2 балла. По итогам первого дня ловли, по итогам второго эпизода. Что скажешь, Жень? Шансы есть. Буквально пару дней назад я был здесь на тренировке. Тоже был не идеальный день, но рыба заметно лучше реагировала. Прям заметно. Можно было показать гораздо лучший результат. Что есть, то есть. Рыбу поймали, закрылись, руки испачкали об щуку. Испачкали, порезали чуть-чуть. Чуть-чуть порезали, да. Увидимся в третьем эпизоде. Это будет для нас концептуально другой водоем. Будет относительно быстрой ловли, разные места, разноплановые места, абсолютно. Будем пытаться, да. Будем ловить. До встречи в новом эпизоде. Всем пока. 5, 4, 3, 2 и 1. Вот, что хотелось бы сказать. Все, отмена. Что если нет у тебя течения коряжной рыбы, то, конечно, ловить очень трудно. Если рыба лежит, как вчера было в солнце, то ловить реально по структурнику. Реально. Вчера, не ловя рыбу, 4 поймали каким-то так вот просто от балды. И хорошая рыба будет, то есть 115 какая-то рыба, то есть нормально. Сегодня пасмурное, все. Рыба в толще поднялась, гоняет белью, и поймать ее без паноптикса, практически нереально. А травяная рыба, вы сами видели, не очень сложилась. Вот. Завтра погода будет непонятно какая, нам в принципе все равно. А послезавтра, когда будет сниматься второй день, У нас мы постараемся реабилитироваться. Да. Реабилитироваться. Сделать камбэк. Так что болейте за нас. Главное, не с нулями. Все, Павел Николаевич, до свидания. Бур-бур, поехали домой. Что ж, закончился этот день, этот рыболовный день, боевой. Суровая погода, снегопад, ветрище. В таких условиях в обычный день я бы, наверное, на рыбалку не пошел. Я бы точно нет. Несмотря на то, что в первой части нам было достаточно тяжело, психологически мы были ровны, мы понимали, что выход все равно будет во второй половине. Продолжали перебирать места, подбирать проводки, приманки, подачу, бросать, приставать. Дожали, подобрали ключик. Классный все-таки момент под вечер произошел. Мы попали на коротенький выход, где успели нащелкать щучеек, очень важных для нас. Даже Васек смог поймать, по сегодняшнему дню неплохую щучку, 93 сантиметра, вроде бы, да, была? Да. Мы довольны, и почему-то, мне кажется, может быть, это очень оптимистично, но какие-то бальчики мы зацепили. Надеюсь на это, потому что завтра нас ждет день ловли с паноптиксом, и мы будем пытаться навязать борьбу, и чтобы в ней какие-то места занять, нужно, чтобы сегодня что-то нам упало. На этом со всеми прощаемся. Да. С вами была команда Max Fishing. На этом наша ловля завершена. Будем делать выводы. Включаем ходовые огни, потому что уже стемнело. И бегом на базу. До новых встреч в следующем видео. Мы Пока. едем на следующий водоем. Нормально мы так зафиналили день. Это был вечерний троечок от команды Верф и X-Baits. Пошла последняя минута. Да уже 4, 3, 2, 1. Стоп.
закончили. Все, рыбалка на сегодня завершена. Также завершен второй эпизод. В тренировках тут ловились рыбы Смогли, что смогли. другого размера. Наработали ли мы лучше? Наработали. Ребят, мы постараемся играть веселей, интересней, задорней, лучше, эффективней. А сегодня нам предстоит долгая дорога. И завтра Но еще, возможно, сейчас тренировочный нам день. предстоит классный, вкусный ужин. У меня уже слюни текут, когда я об этом говорю. Мы абсолютно не знаем, как выступили остальные. У нас есть только протокол созвона, который мы сами для себя сделали. 357 сантиметров чистых щук мы предъявляем в 5 рыбах. А всего у нас рыб 6. Самая маленькая 64. Это не все крупно. это мелкие рыбы. Это Все мелкие это рыбы. мелкие рыбы, да. Надеюсь, что в следующем эпизоде мы будем ловить немножко других рыб. Но нас интересует действительно в том месте, куда мы поедем, еще и количество. Поскольку нам не удалось там оттренироваться, и у нас завтра всего одна тренировка там, поделенная пополам с творчеством оператора. Мы не сдаемся в любом случае. И спасибо, что вы с нами. Всем пока. Погнали есть. Погнали. Быстрее. Ну все, Прекрасный, да, прекрасный был денек. Эпизод 2 Hotspot Pike подходит к концу. Начинался он для нас грустновато, потому как в первом эпизоде вообще была печаль. Но, как мы, в общем, и предполагали, мы, наверное, смогли поймать вот это окно активности рыбы, когда она начала шевелиться, начала поклевывать. И у нас по плану было 3 локации. Мы все 3 локации проехали. Стас красавчик. Стас сегодня прям за троих, можно сказать, ловил. Ну, за одного пока. Практически вылупил свой личный рекорд новый, чуть-чуть не хватило. В общем, я считаю, что мы выступили сегодня вполне неплохо. Понятно, что всегда можно было лучше, но если взять вот те реалии, которые у нас были в середине дня и то, как день закончился, я считаю, что вполне неплохо. Да, это не отскок, это долгая, полномерная работа. То есть мы сколько сделали перестановок, сколько забросов. Антон поменял очень много приманок. Это я уперся вот рогом в один тип и практически не менял. Даже я не кидал бульдогов. Вот. Но, тем не менее, мы так старались разными тактиками, стратегиями пытаться эту щуку изловить. Я думаю, что вам понравилось. Оставляйте свои комментарии. Надеюсь, что у других экипажей тоже все классно, все хорошо. А ветер усилился, там волнишка. Сейчас против волны назад возвращаться. Нам еще надо будет потрястись. Поэтому, да, мы сейчас все сразу уберем, чтобы ничего у нас не поулетало. И нам предстоит еще часиков 5 дороги до следующего водоема, на котором мы уже увидимся может быть и больше. в следующем эпизоде. Может быть и Поддержим больше. интригу. В 3-м и в 4-м эпизоде уже будет чуть-чуть новые правила. Уже будет чуть-чуть по-другому происходить рыбалка. Роста, да, которая на Аби. Я думаю, что у них сегодня все неплохо и топ-5 по они качеству, заберут, и наверное. по количеству. Я очень надеюсь, что они не перебьют наш Big Fish. Ребята, ну, реально имеют там все шансы сделать очень крутой топ-5. По остальным ребятам, ну, у всех, судя по созвону, рыбалка непростая, сложная. Идем на базу, поднимаем катер. Пришел к прицепу на закрытой вроде охраняемой стоянке, оторван тормозной трос, притом он был на карабине, кто-то свистнул карабин, походу, я не знаю. Ладно, друзья, спасибо большое, что смотрите, болейте за нас, подписывайтесь на наши там телеграм-каналы, ВКонтактики и так далее, смотрите Fishing Studio. Дай назад немножко, я его сейчас выставлю и будешь подходить. Ага, хорошо, да. Еду, да. И мы увидимся с вами ровно через неделю в 3-м эпизоде. Все. Пока. Пока-пока. Я думаю, мы показали очень хороший результат. Будем пробовать его побить и ждать, когда наши друзья, коллеги его также попробуют побить. Но думаю, что это будет непросто. Жаль по количеству, конечно, наверное, все-таки не то пальто. Впереди 3-й и 4-й эпизод, и мы сами не знаем еще, что там будет. И вообще, успеем ли мы на него? Что самый главный вопрос. Потому что, как мы говорили, мы находимся в Сибири, рыбачили на реке Обь, и до ближайшего водоема, который нам понятен, ну, где-то чуть больше 2000 километров. Соответственно, сейчас сидим, решаем, что делать. План есть, стратегия тоже. Но об этом вы узнаете в следующей серии. Спасибо за просмотр эпизода номер 2. И смотрите Hotspot Pike. Эпизод номер 3. Пока. Ты же с первого же заброса поймал, со второго и с третьего. То есть 3 рыбы были вот просто вот. И что интересно, вот почему на мыша сегодня? Слушай, я все-таки думаю, стечение обстоятельств.
Нет, не верю, потому что я тебе объясню почему. Ну ты 2 рыбы поймал, когда я в это направление я кидал. Если она такая, было если дело, она да. такая активная, Если она такая заведенная, она да, бы по идее, влупила да. это однозначно. А я прям проводил, раз и ты за мной прям по стопам практически шел. Ну, есть над чем подумать, это точно, да. Это, конечно, очень интересно. Но Ну и- погода жестенькая. Ну и в такая, завершение, прикольная. да, это было слипование. Осенний этап. Это просто... Очень нравится. Очень, да. Вы нас просто сейчас такими видите, убитыми, но мы не напились, ничего, ну действительно убились просто в усмерть. Потому что вот сейчас при такой погоде тут прибойная волна как раз в сторону берега, там, где мы слиповались. Ну, вот так прямо. Слушай, ты наискось заезжаешь, и его вот так вот на бок заваливать начинает. Подожди, Андрюх, подожди! Мы пока загнали, она что-то косо встала, потом веревками оттягивали. Ну, на этом прицепе ворот нет, он точно не заходит. Чехол там, мы так что ли пойдем, да? Да, ну а что делать? Там еще сейчас попробуй забраться, называется. А, вот в эту горку? Там лед сплошной, просто лед. Просто вот эту жижу укатали. Я еду прям, Андрюх, 28, 25, 30 километров в час. Ну, так и поедем, а что делать? Все это в темноте. Едешь сюда, я с пустым прицепом шел там 25 до 30 километров. Обратно с катером шел, ну просто. Тормози. Тут же вообще, я тебе говорю, лед полный. Просто если будет такой лед, в объезд через Нижний Новгород, ну сколько у нас скорость будет? Ну 30 километров в час. А ехать 250 до Нижнего Новгорода. Машина не тормозит, снега выпало. Он еще, то есть, так прикатался, что ли, наверное, да? Ну, его вкатали в лед, да. Ну просто. Не, вот на дороге каток. Ну, просто на дороге просто каток. Можно на коньках кататься. Да. Большая задача и большой вопрос, и большая загадка, что делать завтра. Мы уже всю голову сломали. Ну, был план ехать в Казань. Но мы по этому льду на паром не подымемся. Ну, никак. Если опаздываем на паром, то как бы, ну, можно, в принципе, на следующий паром, но к обеду тоже погода не сильно изменится. То есть снег продолжает валить, лед продолжает оставаться. Можно поехать в объезд через там Нижний Новгород, условно, да? А это, ну, это и большой крюк, раз, и как бы, ну, высокая опасность, что что-то пойдет не так. Поэтому в Казань хотелось бы попасть, но сейчас сидим и думаем, что, ну, наверное, и хрен бы с Казани. Больше склоняемся поехать на горе-море. Здесь ближе. Дорога такая же заснеженная, такая же заледенелая, но с обеда завтрашнего дня обещают 0. Вот, поэтому мы можем потихоньку в районе обеда выдвинуться, к вечеру приедем. Ну, сидим, раскидываем все эти варианты в голове. Хоть как-то сыграть. Какие повороты ждут каждую из команд впереди? Будет ли их смена водоема успешной? И есть ли у остальных команд шансы все изменить? Ответы на эти вопросы вы узнаете в следующем эпизоде Hotspot Pike. Борщ с салом, что ли, почувствовал? Да. Надо срочно лицо ветрило, 2 кусочка сала приложить сюда, вот так. И дальше и борщом так умыться. Чтоб борщом умыться, что-то новенькое. Знаешь, и чесночок такой, лезвием нарезать, тоненько так на хлебушек положить, сверху 3 колечка лучка, масличком так сбрызнуть немножечко, и сальцо с завитушками сверху, такие тык-тык-тык, 4 такие завитушечки. Сесть и так, с капусткой сквашенной, чтобы потом клюковка, знаешь, такая вот такая шар была, чтобы хрустело, знаешь, как снег первый. И стопочку. Стопочку замороженную такую, холодненькую. Дался. Чтобы вот так, типа, знаешь, как девочка, типа, от счастья, вот так. We are looking for the thrilling. We are ready for beginning.